Всем привет! Сегодня я хочу поделиться очень вкусным, аппетитным горячим блюдом из баклажанов. Блюдо получается очень сочным, ярким и по своему внешнему виду, и по вкусовым ощущениям. Его можно приготовить как на обед или ужин, так и подать на праздничный стол для встречи гостей. Если вы еще не подписаны на мой канал, рекомендую подписаться, впереди будет много интересных рецептов. Итак, для начала подготовлю баклажаны. Их нужно заранее промыть и срезать с двух сторон кончики. Для этого блюда понадобится 3 крупных или 4 средних по размеру баклажана. Старайтесь выбирать не очень узкие и максимально ровные плоды. Каждый баклажан нарезаю вдоль на пластины толщиной не менее 5-6 мм. Не рекомендую нарезать тоньше, так как баклажаны имеют достаточно пористую структуру и при тепловой обработке теряют влагу и уменьшаются в размере. Если у вас баклажаны горчат, то нарезанные пластины следует замочить в подсоленной воде минут на 30, а затем отжать от лишней влаги. У меня баклажаны не горчат, поэтому замачивать я их не буду. Баклажаны можно обжарить на сковороде с добавлением растительного масла, предварительно посолив с двух сторон. Я предпочитаю запекать баклажаны в духовке. Так они получаются менее калорийными, более вкусными и полезными. Раскладываю ломтики баклажанов на застеленный пергаментом противень. Смазываю небольшим количеством растительного масла. У меня смесь оливкового с подсолнечным. Немного солю и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку запекаться на 20-25 минут. Следите за процессом, так как время запекания зависит от размера ломтиков и спелости баклажанов. Запеченные баклажаны переложила в контейнер, пусть немного остынут. А я тем временем подготовлю начинку. Одну среднюю луковицу весом 130 граммов разрезаю пополам. Каждую половинку нарезаю вдоль, а затем измельчаю мелким кубиком. Теперь беру 2 зубчика чеснока, которые предварительно раздавливаю лезвием ножа, а затем мелко измельчаю. Так чеснок лучше отдает свой аромат и легче нарезается. 1/3 часть острого перца разрезаю пополам, удаляю семена и перегородки и измельчаю как можно мельче. Количество острого перца добавляйте по своему вкусу. Для начинки мне еще понадобятся листья зеленого базилика. Я предпочитаю добавлять именно свежий базилик. Он имеет более яркий вкус и аромат. Грубые стебли убираю. Их можно засушить, измельчить блендером и добавлять практически в любые блюда, начиная от супов и вторых блюд до салатов, соусов и заготовок на зиму. Листья базилика нужно мелко порубить ножом. В сковороду наливаю 3 столовые ложки растительного масла. В разогретом масле сначала обжарю лук с чесноком до появления прозрачности и легкой золотистости. Затем добавлю порезанный острый перец и подержу на огне еще 1 минуту. После этого добавлю 400 граммов фарша и обжарю до готовности. Начинку я обжаривала около 15 минут на среднем огне. Теперь добавляю пол чайной ложки соли, черный молотый перец по вкусу, пол чайной ложки молотого кориандра. Добавляю порезанный базилик и хорошо все перемешиваю. Начинка готова, перекладываю ее в миску. Можно приступать к формированию рулетов. На каждую пластину баклажана выкладываю по 1-2 чайные ложки начинки и скручиваю в рулетик. Так поступаю со всеми баклажанами. Из такого количества начинки у меня получился 31 рулетик. Переложила их пока на отдельную тарелку. Тем временем подготовлю помидоры. Разрезаю их пополам, удаляю сердцевину и каждую половинку нарезаю тонкими ломтиками, толщиной примерно 3-4 мм. Для этого блюда понадобится посуда для запекания. У меня прямоугольной формы размером 18 на 29 см из жаропрочного стекла. Посуду можете взять любой формы – квадратной, круглой или даже овальной. Лучше подойдет стеклянная или керамическая форма.
На смазанное маслом дно раскладываю все подготовленные рулеты. Между рулетами вставляю порезанные дольки помидоров. Баклажаны достаточно мягкие, поэтому дольки томатов вставляются легко. Старайтесь расположить их довольно-таки плотно. Итак, вот что у меня получилось. На такое количество баклажанов у меня ушло 2 крупных помидора. Теперь натираю на крупной терке 180 граммов моцареллы для пиццы. И обильно засыпаю подготовленное блюдо натертым сыром. Отправляю запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Нужно, чтобы просто хорошо расплавился сыр и появилась аппетитная золотистая корочка. А я тем временем мелко нарежу небольшой пучок петрушки. Запеканка с баклажанами и помидорами готова. Для подачи можно посыпать рубленой петрушкой и украсить веточками базилика. Блюдо получается яркое, аппетитное и очень вкусное. Всем рекомендую приготовить баклажаны, запеченные в духовке, по такому рецепту. Такое блюдо непременно сможет украсить ваш стол и порадует ваших гостей. А если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю приятного аппетита!